Фильм начинается с того, что группа инженеров празднует день рождения рабочего в цеху. Тем временем они замечают что-то странное на экране монитора. Они видят существо, которое приближается к ним, поэтому они посылают охранника проверить снаружи. Когда он не отвечает, глава пошел проверить его, но странное существо напало на него своим когтем. Эти существа выглядят как вороны, которые поглощают одного из них и дополнительно не убивают их одного за другим. Вскоре сцена меняется, где миллионы существ нападают на мир. Они идут из огромной дыры в земле. Сеют только разрушения и опустошения повсюду, и даже военные не в состоянии одолеть их. Эта ситуация возникает, когда происходит затмение. Люди называют их ордами демонов и также строят ворота для защиты. Им требуется 24 часа, чтобы исчезнуть, но президент приказывает сделать обновленную армию, чтобы противостоять им. Спустя 15 лет люди все еще находятся в травме от нападений тварей. Однако нас знакомят с первым главным героем Дэвидом. Он вытаскивает мертвых животных из туннеля. Видя изменения в лаборатории, где Лора прислушивалась к признакам приближающего существа. Она также работает в лаборатории, когда Милтон приглашает ее на ужин. Он знает, что ее сын будет со своим бывшим. Приглашает ее, и она соглашается. После видения переключается на школу, где сын Тайлер, Лауры, находится со своей подругой. Его подруга подавлена, потому что завтра затмение. Миллионы людей умерли в этот день, а затмение – это знак грядущего прихода тварей. Он приглашает ее на свидание. В следующей сцене солдат получает звонок об аномальной активности на объекте. Когда он идет осматривать, он понимает, что что-то сейчас произойдет. Видит изменения. Когда Дэвид приходит забрать своего сына, но они не могут терпеть друг друга ни секунды, что приводит к их разводу. Он забирает Тайлера, и отсюда мы можем видеть связь между сыном и отцом. После мы видим изменения в промышленности, где система разрушена. Сцена переключается на дом Дэвида, где они смотрят фильм. В то же время ему звонит дядя и просит его приехать в Бристоу с семьей до затмения. В этот же момент рыба умирает в Северном океане, и это произошло в день расплаты. Второй признак массовой миграции также произошел, только один сигнал покинул затмение. И это произойдет завтра. После сцены меняется, и мы видим существо, выходящее из двери. Эта сцена происходит в промышленности, где солдаты работают, чтобы сдержать демонов. После сцены меняется на телевидении, где отец говорит людям, что Бог наказывает их. В это же время Дэвиду звонит Лора и просит его привезти Тайлера домой. Милтон забронировал для них приют, и они хотят как можно скорее туда отправиться. В этот же момент Тайлер также получает СМС от своей подруги и едет к ней после дебатов. После Дэвид решает отвезти Тайлера к матери, но его нет дома. И Лора тоже это понимает из-за этого разговора. Теперь Дэвид записывает номер из книги Тайлера и бежит за ним. Кроме этого, Лора делится своей проблемой с Милтоном. После Милтон выслеживает ее сына с помощью компьютера, и он оказывается в скейт-парке. Они оба бегут, чтобы схватить его, потому что у них нет времени. После Тайлер находится со своей подругой Мэдди, которая беспокоится о завтрашнем дне. Тайлер пытается утешить ее тем, что многие люди выжили, и они тоже могут это сделать. Этим временем люди начинают бежать из города, потому что в небе видна массовая миграция. Они также следуют за ними, и Тайлер вступает в контакт со своим отцом. Помимо этого, Дэвид также посмотрел на эту массовую миграцию и побежал к сыну, оставив свою машину. Видя изменения, когда Лора и Милтон также видят эту сцену, Милтон звонит, чтобы зарезервировать свое убежище снова. После сцены меняется к месту, где рабочие исправляют систему, однако они слушают таинственный голос. Это то же самое ужасное существо, которое нападает на рабочего. Военные офицеры также стреляют по ним, но это бесполезно. После Дэвид добирается до своего сына Мэдди. Ему некуда идти, поэтому он берет его с собой. В то же время Лора пришла сюда, и они переезжают в убежище. Хотя Дэвид хочет пойти в бункер своего дяди, он не может убедить их. У них есть только 1 час, чтобы добраться до безопасного места. Пройдя через пробки, они прибывают в нужное место, в то время как солдатам разрешено только женщинам и детям. Дэвид просит Тайлера, Мэдди и Лору зайти внутрь, и они организуют их убежище. Тем не менее, Тайлер бежит к своему отцу, потому что он не может оставить одного умирать. Этим временем убежище переполнено, и теперь они не могут зайти внутрь. Поэтому они двинулись к дяде Дэвида, потому что это их последняя надежда. Но Милтон говорит им спрятаться в подвале, и Тайлер против этой идеи, потому что они могут поймать их здесь. После, когда они находятся на середине дороги, они смотрят на пустые машины. Дэвид попросил их искать открытую дверь, чтобы они могли спрятаться. Позже миллионы демонов выходят из туннеля. Сцена перескакивает в настоящее, где они пришли к выводу, что открытой двери в машине нет. Поэтому Дэвид собрал их и решил ехать к своему дяде. У них совсем нет возможности терять время, и он планирует поехать на машине. Но это машина Милтона, поэтому он не разрешает ему двигаться. Тем временем существо, которое может летать, прибывает и забирает его.
После они садятся в машину и едут в бункер. Твари бродят по миру и причиняют разрушения. Вскоре Мэдди спрашивает, что эти демоны делают здесь и чего они хотят. Лора отвечает, что есть много теорий о них, что Бог послал их. Дальше они жили в глубинах земли и пришли сюда, чтобы наказать людей за их поступки. Их также можно убить через соль. Вскоре они находятся в 20 милях от места назначения, но топливо закончилось, и им нужно найти его. К счастью, они увидели много пустых машин, и Дэвид пошел, чтобы взять любую из них. Он также инструктирует Лару, чтобы убежать, если что-то случится с ним. Дэвид выбирает автомобиль, но там уже есть кто-то. Он указывает на существо, которое ест человеческую плоть. Они все становятся осторожными, а внимания тварей не было на них. Так как Дэвид завел машину и взял его к своей семье, пересаживаясь на другой автомобиль, существо увидело их. В этот момент странный человек, который уже был в машине, бросает на него соль, хотя он не умирает, и демон поглощает его. После они направляются к месту назначения, потому что они не могут ничего сделать. Видя изменения, когда они достигают пустынной местности, они приближаются к бункеру дяди Дэвида. Когда они прибывают, они стучат. Дядя Тед находится внутри бункера, но не открывает дверь. Кто-то приставил пистолет к его голове, так что он не может открыть дверь. Пока он не позволит ему, Дэвид держит массивный камень и бьет им по двери. Они все время изо всех сил пытаются спасти свои жизни. Тем временем они смотрят на тысячи тварей, которые приближаются к ним. Пересекая пустынную гору, эти существа собираются напасть на них. Тогда наконец дверь открывается, и они все заходят в убежище. В это время существа, которые снаружи, ужасно начинают стучать в дверь дяди Тед. Дядя Тед приветствует их от всего сердца. Однако Дэвид также замечает солдата здесь. Мы уже видели этого солдата в промышленности. Его также он представляет как Гаррета. Также была фальшивая улыбка на его лице. Тайлер включает радио, где они могут слышать крики людей. Но Дэвид выключает его и поощряет их, что они будут в безопасности до завтрашнего дня. Вскоре жена дяди Стелла готовит для них тушеное мясо, и они наслаждаются им вместе. Во время трапезы они также слушают таинственные голоса. Солдат рассказывает свою историю о работе на нефтеперерабатывающем заводе в течение 15 лет. Эти твари приходят с юга в Луизиане, где он работал. Его товарищи слышат таинственные голоса и смотрят на ужасных тварей, которые убивают его друзей, одного за другим. К счастью, он бежит оттуда, и ему удается выжить. В это же время дядя показывает им нож. После еды дядя Тед предлагает сыграть в карты, но Лора хочет спать. Дэвид уговаривает ее сыграть, и тем временем солдат достает пистолет и просит Дэвида положить нож на стол. Гаррет берет их в заложники. Попав внутрь с помощью Стеллы, Тайлер также нападает на него, но ему это не удается. Гаррет хочет провести здесь ночь, а также предупреждает их. После Мэдди говорит ему идти, потому что она слушает голоса. Этот голос появляется, как будто рядом внезапно змееподобная тварь нападает на Стеллу. Дядя Тед защищает Стеллу, а Дэвид выхватывает у Гаррета пистолет и стреляет в чудовище, но это оказывается неэффективным. Поэтому Мэдди рубит демоническую змею ножом. Кроме того, Дэвид приказывает Гаррету сесть на колени, а Тайлер связывает его. Состояние Стеллы очень плачевно, и ей нужна срочная помощь. Дэвид также видит экран монитора, на котором появилось существо типа быка. Он говорит, что они могут войти внутрь в течение часа. Более того, Гаррет сообщает, что знает место, куда они могут отправиться. У Гаррета также есть машина, на которой они могут доехать до ворот. Никто не хочет ехать туда, потому что именно оттуда они и пришли. Но он убеждает, что существа ушли уже оттуда. Кроме того, там есть безопасная комната, где можно спрятаться, и там будет медицинская помощь для Стеллы. Дядя Тед передает Стелле оружие, включая дробовик, гранатомет и уличную уборочную машину, и они двигаются по туннелю. Дэвид также открыл главные ворота. Когда существа входят, он бросил в них боевой газ, завуалировав возможность. Они выходят из туннеля и закрывают дверь. Двигаясь к машине, они увидят существо с открытым ртом. Тайлер хочет проверить эту мертвую тварь, но его семья не позволяет ему. В это же время тварь обхватывает ноги Мэдди и тянет ее к дыре. Тайлер и Дэвид спасают ее, и Тед стреляет в чудовище. Дэвид также развязывает Гаррета, потому что они хотят, чтобы его помощники избежали этого беспорядка. Гаррет также ранен, но он не говорит им об этом. После они смотрят на разрушение мира, стоя на горе. В следующей сцене они добираются до машины, но машина не заводится, и существа приближаются к ним с горы. Им нужно срочно спешить, иначе им грозит смерть. Внезапно Стелла приходит в ярость, и она превращается в тварь. Она ухватывает пистолет и пытается убить ее, но дядя Тед убеждает ее не делать этого. Гаррет, который починил машину, хочет завести ее, но Лора не разрешает ему. Кроме этого, он крадет свой шаг к существам, которые разорвали ее на части. Они начинают двигаться, потому что не могут оставаться здесь. Вскоре Тайлер включает радио на своем телефоне. Ведущий новостей сообщает им, что твари создают суматоху в мире, без передышки.
только убежище находится под контролем. Вскоре они достигают ворот, но никто не отвечает им. Двери также открыты, так что они становятся бдительными, когда заходят. Затем они замечают, что дядя Тед ранен. После они идут в медкомнату для лечения дяди Теда. Помимо этого, Дэвид идет с Гарретом, чтобы починить систему света. Вскоре они лечат ранение спины дяди Теда. В это же время они также устанавливают свет, возвращаются обратно и видят мертвое тело. Это означает, что существо напали на эти ворота. Они возвращаются и перемещаются в хранилище, потому что эти комнаты безопасны. Остается всего 2 часа, после этого они уйдут навсегда. Но они знают, что эти 2 часа будут очень сложными. Пока они идут, они сталкиваются с демонами. Они убивают твари, стреляя в них, но это привлекает и других. Увидев это, Гаррет запирается в комнате. Он не позволяет им пойти, так что они бегут одни. После они достигают объекта. Здесь Дэвид понимает, что есть соленая вода в трубе, но соединение сломалось. Поэтому он хочет перенаправить соленую воду в циркулярный резервуар. Дэвид передает ответственность за защиту своей семье дяде Теду и Тайлеру. Дэвид входит в трубу и достигает комнаты, где существо ест мертвого солдата. Дэвид тайно включает колесо и уходит оттуда, но тварь видит его и начинает преследовать. Он держит его за ноги, и Дэвид бросает на него соль, что приводит к его смерти. После Дэвид возвращается, но там никого нет. Они убежали, потому что туда пришли твари. В следующей сцене они окружены существами. Тем временем Дэвид приказывает им включить пожарную сигнализацию. Дядя Тед решает действовать, убивая демонов из своего оружия. Тайлер тоже убивает тварей из своего пистолета. Он включает сигнализацию, но чудовище убивает его. Вода с солью начинает литься на них, и твари умирают. Теперь время прошло, и существа возвращаются в землю. И они хотят избавиться с этого места. Тем временем Гаррет нападает на них и стреляет в плечо Тайлера, когда он собирается выстрелить в Лору. Тогда Дэвид попадает в него. Внезапно появляется огромное существо, которое поглощает Гаррета. Они добираются до медицинской комнаты и готовят водно-солевой газ с химикатом. Он убивает демона, и они наконец находятся в безопасности. В финале фильма они выжили, а миллионы людей погибли в этой атаке. Но некоторые живы. Эти люди хотят бороться до последнего вздоха, потому что они не трусы. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии. Как вам такая история? Советую вам посмотреть также эти видео и желаю хорошего дня.